two things, not one. They're submitting ideas, but then they're ranking and commenting on their own ideas. And in a way, even if it's for a company, even if it's for the telecom company, this is self-governance in a way, and it puts power toward people. And so I think that alone, just getting that conversation started, is very valuable. But then the thing I would add is that the crowd doesn't govern itself. I mean, there has to be, whether it's Sberbank or the Kazakhstan government or the telecom or President Obama or Google, all of whom have done crowdsourcing, they say, you know what, the crowd loves this idea, we don't. We're not going to do this for one reason or another. It doesn't make sense. So, nothing is absolute. Nothing is, it's a hybrid. It's a big, the big man collaborating with all the little people, and that's what crowdsourcing is about. It's a collaboration. The second question I didn't quite understand, but I think are there legal issues around crowdsourcing? Absolutely. There are patent issues, intellectual property issues. It sounded like you said that maybe people needed money in order to contribute, and I would refute that very strongly. I mean, the single most successful experiment in crowdsourcing to date is Wikipedia, and no one has ever been paid a cent to contribute to Wikipedia. And it's the largest, most comprehensive, and best storehouse of knowledge in human history. And everyone who created it did it for free. So humans are capable of beautiful, altruistic things if you give them the chance. Ну, я хочу сказать, что здесь в краудсорсинге огромное количество вопросов есть. Спасибо, вы абсолютно правы. И манипулирование, и защита интеллектуальных прав, и, конечно, вопросы длинной перспективы. Ну, допустим, мне не придет в голову задать вопрос уважаемой аудитории, скажем, на тему макроэкономики. Да? Наверное, такие специфические вопросы отдаленной перспективы, балансированного денежного предложения нужно обсуждать в более узких и профессиональных кругах, просить совета, наверное, у профессионалов, но совершенно бессмысленно обсуждать такого рода вопросы в широкой аудитории. Но, как показывает практика, эти вопросы достаточно узки по своему содержанию, и они могут быть вычленены в отдельную группу. Все остальные вопросы все-таки должны осуществляться в интересах и на основе идеи населения. Еще раз повторяю, потому что власть у нас является наемным менеджером, и она должна ориентироваться в первую очередь, быть клиентоориентированной, должна задавать вопросы населению не один раз в 4 года, где мы голосуем за партии, исходя из того, что все остальные еще хуже, ладно, хотя бы этот, а этого выбрали, и вот здесь происходит настоящее манипулирование. Демократия, скажем так, демократия 1.0 – это манипулирование общественным сознанием. Как раз краудсорсинг – это, если хотите, демократия 2.0, которая значительно ближе к волеизъявлению людей, и нельзя уже сослаться на то, что механизмов, предоставляющих прямое волеизъявление, как новгородское прямое собрание, уже нет. Нет, они существуют, они сегодня доступны, и нужно только иметь политическую волю и желание, и смелость их задействовать. Нурлан Гусейнов, Банк развития Казахстана. Ну, во-первых, большое спасибо, Герман Оскарович, Джефф, Шанрубик за интересные дискуссии, за интересную презентацию. Поэтому спасибо за организацию. У меня такой вопрос, даже он строится в продолжении обсуждения предыдущего вопроса манипуляции, это качество анализа. Да? И статистика это такая очень многогранная и сложная наука, с ней надо очень вежливо обращаться, и любое неправильное предположение и построение отсюда какого-то результирующего анализа может быть
испортить жизнь как на корпоративном уровне, так и на страновом. И поэтому я думаю, вот, те кейсы, которые Зер давал, и те операции, которые он сказал, что как идет построение реального аутсорсинга, они должны более так сказать, понятно были объяснены компаниям, которые хотят заниматься аутсорсингом. Конжбек, уважаемый, рассказал про свои случаи. Я хотел сказать, что объективно Казахтелеком, у него есть там одна первая уже ошибка, да, статистическая, что вы там делаете аутсорсинг среди своих абонентов. А кто ваши абоненты? Это те люди, которые могут платить. Ну, давайте признаем, что ваши тарифы сегодня осилят немногие. В Казахстане это 2 года, это страна Алматы. А то, что остается в периферии, вы практически не знаете. Поэтому вам надо очень аккуратно работать с этими инструментами. И я вот хотел бы, чтобы Герман Оскарович, вы тоже как бы эту сторону медали объяснили, как нам правильно понимать аутсорсинг. Ну и Конжбек, еще раз пожелание. Вы монополист, у вас глаза закрыты, вам надо демонополизироваться, и тогда у вас аутсорсинг лучше пойдет. Но, вы знаете, мне добавить к тому, что вы сказали, нечего, вы абсолютно правы. Здесь первое, статистические зависимости и аппроксимации самые сильные. Я могу сказать, что современный бэнкинг построен на них. Весь современный бэнкинг построен на них. И могу привести пример Сбербанка. Мы 3 года как ушли от ручной оценки наших заемщиков к скоринговым моделям и к социологическим, социометрическим моделям. У нас падение рисков в 5 раз. В 5 раз. Они дают свои отклонения, дают свои выбросы, но тем не менее они значительно более совершенны, чем любые другие методики, которые существуют. Это первое. Второе. Есть сейчас так называемые правила регулирования бэнкинга Базель 2 и Базель 3. Они все построены на социометрических моделях. Математика дает в своей массе совершенно другие по точности результаты. Иногда ошибается. Но поэтому с Lehman Brothers там другая история. Немножечко там ошибались в первую очередь люди. Но любая такого подобного рода технология имеет свои ограничения, и нужно очень четко их представлять себе. Но мне очень понравился ваш вопрос, особенно после того, как вы сказали, что вы представитель Казахстанского банка развития, тоже монополиста. Я подумал, что в Казахстане все в порядке. Если такие люди работают в государственных организациях, вы далеко пойдете. Спасибо вам. Пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте. Артем Азевич, компания «Акробата», Москва, IT. Герман Оскарович, хотел бы поговорить об эффективности. Вы привели пример, что вы собрали 120 тысяч заявок, прошло огромное количество времени, как их обработали, отобрали экспертов. Да, множество этапов пройдено, оценки, объявили победителей и так далее. В отношении государства это целесообразно, так как у нас на первом месте лояльность. Но в бизнесе на первом месте у нас стоит эффективность. И насколько вообще рационально некоторые задачи ставить, именно использовать краудсорсинговые платформы, когда можно просто найти экспертов, их, определенный перечень, все их знают, просто поставить перед ними задачу. Как вы решаете вот эту проблему лояльности, с одной стороны, и с другой стороны эффективности? И это мой вопрос. А пользуясь случаем, вот комментарий в отношении Сбербанка, очень бы хотелось для пользователей Macintosh, вот, чтобы уже наконец мы могли пользоваться свободным интернет-банкингом через другие браузеры, не только Интернет-Эксплорер, вот, и какие-то уже мобильные приложения. Потому что пока банковского решения, кроме Интернет-Эксплорера, у нас нет на рынке российском. Это вот в рамках краудсорсинга от меня вот такое пожелание. Спасибо. Спасибо. Считайте, что мы уже исполнили. У нас 25 числа презентация 3 новых платформ, в том числе и iOS, совершенно новая платформа. Она, на рынке ничего подобного нет. Мы реализовали на iOS платформе полный спектр услуг, достаточно простой, достаточно защищенный.
работать с напряжением, это приятно. Стараемся, не всегда получается. По первой части, Джефф, вы прокомментируете что-то? Can it be repeated back to me? I wasn't exactly. The conflict between loyalty and efficiency. Loyal. It's talking about selection. I don't, what about loyalty and efficiency? Sorry. I really like Jack. Джефф, вопрос следующий. Есть момент эффективности на одной чаше весов, на другой чаше весов это лояльность. Есть разные задачи, для которых возможно эффективнее использовать не краудсорсинг, да, огромное количество людей, много времени на обработку заявок и так далее, а просто использовать ресурс профессионалов. А есть другие решения. Вопрос был, в общем-то, к Герману Оскаровичу, как они подходят к принятию подобных решений. Потому что действительно не все решения надо пускать через краудсорсинг, вот интересно, и как вообще вы. А если и к вам такой вопрос, то, в общем-то, существуют определенные допущения, да, а это количество людей, это определенные профессионалы, которые должны участвовать в выборке краудсорсинга. Могли бы немножко подробнее рассказать именно о вот этих допущениях, ваших исследований? Sure. Yeah. I mean, the first thing I would say is that, crowdsourcing is not a panacea. It's not a cure-all. It's not. We should get rid of all the experts, and it's anarchy. The crowd will come up and they'll do everything themselves. So a good manager, be that within the context of government, or a private company, or a nonprofit, or something like Wikipedia, will always say, let's crowdsource this, let's go to the experts with that. Let's crowdsource this, we'll go to the experts with that. So you have to exercise discretion. But in terms of, I'm not sure about this binary efficiency versus loyalty, crowdsourcing can be terribly efficient. I mean, yes, 120,000 ideas is a lot of ideas, but the crowd is going to perform much of the labor of sorting through those 120,000 ideas. And it also, in terms of efficiency is one economic metric, but it's not the only one. Maybe the team decides, well, this project was less efficient than if we'd gone to the experts, but we have 120,000 customers that are now more deeply engaged with our brand. So as a, the accountant might come in and say, well, look, this was a $2 million project. The experts would have only cost $100,000. This was very inefficient. The marketing team is going to come in and say, oh my God, you engaged 120,000 people for only $2 million? That's the cheapest ad campaign we've ever had. So does that make sense? Yeah? Я